что происходит перед разворотом тренда. Давайте на нескольких примерах, потом перейдем к статистике за последнее время. Знаете, WTI – это сегодняшний пример. Сегодня я торговал с трейдерами в закрытом чате как раз по этому инструменту, и вот ситуация подходящая. Вот посмотрите, начинается торговая сессия, она выделена серым цветом, и мы в самом начале торговой сессии пробиваем максимумы 38 939 ровно. Вот здесь мы видим красная горизонтальная линия зоны сопротивления. Мы пробили, закрылись выше, и мы ждем первой коррекции к этому уровню, и затем сигнала ротация бара, то есть изменение цвета свечи с белых точнее с черных на белый. Вот здесь у нас сигнал, мы нажимаем buy. В этот момент мы еще не знаем, что тренд развернется, но после того, как я вошел в сделку здесь, мы видим, рынок ушел выше, потом протестил, потом снова попытался подняться, ушел выше, потоптался на вот этой поддержке, и затем я хочу обратить ваше внимание на два критичных условия, которые как раз являются такими симптомами вероятного разворота тренда. Мы видим, впервые тренд-фильтр стал красным вот здесь, и мы обратно пробили наш уровень. Мы вот здесь тоже пытались пробивать, но мы видим тренд-фильтр зеленый, а здесь впервые мы пробили обратно вниз. То есть мы сначала обновили максимумы, ушли дальше, все по бычьи, и тут впервые мы ушли ниже, и уже мы видим совершенно другую гистограмму, гистограмма тренд-фильтра красная. Хотя до этого, очевидно, восходящий тренд устойчивый. И вот здесь, после того, как я вошел, здесь я получил лосс, и затем у меня сформировался sell-сигнал на разворот. Вот здесь мы видим пробой уровня, коррекция, ротация бара. Аналогичный вот этому сигнал на buy, который был, только здесь на sell при противоположных условиях. Тренд-фильтр красный, ротация бара с белых на черный, и мы видим моментум. Здесь я взял все take profit. Вчерашние сделки, точнее вчерашнее состояние рынка. Начинается торговая сессия, вот здесь серым отмечено, мы видим, рынок консолидируется немного, пробивает, закрывается ниже, затем снова пробивает, закрывается ниже, тренд-фильтр, все по красному, да, посмотрите, вот, ведь на этом этапе мы не знаем, что будет дальше, мы подразумеваем, что тренд может продолжиться, потому что до этого был нисходящий моментум, но посмотрите, что потом происходит, мы видим тренд-фильтр желтый, затем зеленый, и вот он первый сигнал, на этот раз уже на покупку, ротация бара при соответствующем тренд-фильтре. То есть мы в начале сессии пробили ложно вниз только уже уровень поддержки. Сегодня мы пробили сопротивление, таким же образом развернулись. И затем посмотрите, что произошло. Какой моментум мы дошли до уровня этого сопротивления и в конце концов дошли до вот этого ключевого уровня сопротивления. Посмотрите, да, как далеко рынок прошел. В пунктах это без малого 2 бакса. Это очень много за торговый день пройти $2, да, начиная практически с самого вот этого низа. Давайте я загружу статистику, мы посмотрим с вами с начала июня. Это как раз тот момент, когда я стал торговать вокруг уровня Range Trader, используя сигналы Cluster Trader. Да, и по сегодня 16, поставим 18, нажмем ОК, и давайте глянем, что в итоге. Давайте вот так, что мы здесь с вами видим. Мы видим с вами общий итоговый профит за 8 торговых дней 942 бакса, минус комиссии, да, получается 884. Опять же таки, обращаю ваше внимание, при рисках 0,4-0,3 даже в большинстве сделок, 0,3% от депозита, что считается одним из самых низких, да, показателей, потому что даже мои коллеги, которые работают консервативно, по их мнению, они используют 0,8-1% на одну сделку, имеется в виду на один ордер. Да, а у меня это 0,4, то есть 0,3 в 2 раза ниже. Но опять же таки можно ставить больше, но тогда глубина просадок будет больше, но и при этом логично профит, да, там может быть больше. Так вот, мы видим как раз 1,45 это просадка, да, глубина просадки, мы видим около 50% прибыльных сделок, немножко подрос этот процент за эту неделю. Мы видим с вами профит-фактор, это средний профит,
на средний лосс 2.12, то есть это означает, ну грубо, да, на каждый там $20 делается там $40. Здесь мы видим максимальный профит и максимальный лосс. Да, но самые важные параметры это, на мой взгляд, профит-фактор, то есть сколько мы делаем профита по отношению к лоссу в каждой сделке. И еще один важный параметр это, конечно, глубина просадок, потому что чем меньше просадки, тем легче психологически работать, ну и, конечно, выходить из этих просадок. Максимальный результат был это как раз сегодня я достигал пика, это было примерно на $70 выше, то есть я достигал общего профита чуть выше $1000, но в конце дня немножко откатил от своего экстрима, ну и традиционные вот эти коррекции, они как раз происходят. Давайте вернем уровни Range Trader, ведь сегодня мы с вами договорились разбирать развороты, и мы сделаем проще, мы поставим False здесь и возьмем здесь дату, чтобы увидеть историю. Вот посмотрите, да, то же самое мы видим начало торгов, пробой вверх, казалось бы, все вверх, да, я уже об этом неоднократно говорил. Кстати, пробили, вроде идем вверх, не дошли до вот этой зоны сопротивления. Это говорит о том, что рынок слаб, это говорит о том, что у покупателей, если мы видим пробой этого уровня вверх, не так много сил. И вот здесь мы получаем первые сигналы к тому, что-то не то. Посмотрите, вот здесь мы пробиваем обратно вниз наш уровень, и тут же на следующей свече у нас тренд-фильтр становится красным, и тут же мы получаем сигнал ротации бара, и тут же видим моментум. Смотрите, какая быстрая смена тренда. Понятно, что когда ты уже вот здесь это наблюдаешь, ой, тренд сменился, ну здесь-то уже всем понятно, что тренд сменился, и что ты здесь возьмешь. Наша задача интерпретировать сигналы, которые дает нам система относительно вот этих уровней, да, и определять, насколько сильна та или иная группа. Да, если мы не дошли до ключевого сопротивления после пробоя вот этой зоны, то говорит о том, что что-то не то, нет силы у покупателей. Да. Ну, раз нет силы, давайте подтвердим слабость. Каким образом? То есть мы не пытаемся селить, продавать этот экстрим, все, здесь разворот. Откуда мы знаем? Пока нет никаких веских признаков этого разворота, да, мы ждем вот этих дополнительных сигналов. Пробой, да, и затем мы видим изменение цвета свечи, ротацию бара, то, что сегодня было по WTI. То есть вот таким образом мы находим ключевые точки изменения тренда. Если вы хотите подключиться к нашему профессиональному сообществу, ссылка под этим видео. Ну и до будущих обзоров. Пока!